Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня в видео я попробую краску Pacific 88, применяя фирменный растворитель, попробую грунтовку, краску, металлики, а также попробую развести растворителем от Pacific 88 краску от фирмы Tamiya и Master Acryl. Для этого у меня приготовлена такая вот тестовая поверхность. Это модельный полистирол. Пробовать наносить я все буду с помощью аэрографа H&S Ultra с оплом 0,2. Давление примерно 1,5 атмосферы. Ну что ж, попробуем. Вначале грунт. Баночки от Пацифика удобны тем, что в них уже лежит металлический шарик. Соответственно, очень удобно размешивать краску. Соотношение я буду делать на глаз. Примерно 1 часть краски и 2 части растворителя. Итак, первые выводы. Разбавлять грунт фирменным разбавителем в консистенции 1 к 2 оказалось слишком жидко. Грунт не хотел ровно ложиться и начинал скапливаться в капельки и стекать. При разбавлении консистенции примерно 1 к 1 грунт начал ложиться ровно. Сейчас вот подождем, пока она высохнет, дальше можно будет сделать какие-то выводы. Пока грунт сохнет, я нанесу краску Pacific 88, но уже без грунта на подготовленный участок. Итак, первая краска это черная. Разводить, наверное, буду в той же консистенции 1 к 1, чтобы понять, как оно пойдет. Итак, черная краска. Пробуем. Сейчас поверх грунта я попробую нанести краску, пока первый слой краски сохнет. На грунт краска наносится лучше. Ну, сейчас подождем, пока высохнут первые слои. Я здесь еще нанесу 1 слой и нанесу слой 1 туда. Затем попробую звезду, Tamiya нанести и металлики. Итак, пока сохнет краска от Pacific, я нанесу краску, черную краску от Master Acryl звезды. При этом разбавлять буду разбавителем от Pacific 88. Итак, Master Acryl, черная краска, разбавлена Pacific 88. Пробуем. Сейчас, как подсохнет первый слой, можно будет нанести повторно второй. Ну, первое впечатление, дуется нормально, сопло не забивается. Посмотрим, как ляжет второй слой. Итак, второй слой Master Acryl.
дуется без проблем. Сопло не забилось. Сейчас я почищу аэрограф, пока второй слой высохнет. И заправлю Тамию. Посмотрим, как оно будет дуться. Так, пробуем Тамию заливать. Итак, пробуем Тамию. Первый слой. Итак, сталь, первый слой на голый пластик. Да, немножко непредусмотрительно. Металлик очень сильно разлетается и забрызгал все остальные слои. К сожалению, не получится сделать финального фото, но изначально более матовый, более серый был, чем тот же самый черный цвет от звезды. У Тамии черный цвет получился средний между Пацификом и звездой. Слои легли ровно, краски даже при использовании растворителя от Пацифика с краской звезда и с краской Тамия проблем никаких не возникло. То бишь этот растворитель можно использовать для разбавления этих красок. Вот. Ну, сейчас я уже закончу с тестированием металликов. Итак, пришлось закрыть образцы с красками, потому что нанесение металлика сильно сказывается на них, и первоначальный цвет уже увидеть, скорее всего, не удастся. Ну, попробуем дальше эксперимент. Итак, второй слой. Сталь. Теперь можно подвести предварительные итоги, так сказать, первые впечатления о краске. Напомню, я использовал аэрограф с соплом 0,2 и давление в компрессоре 1,5 атмосферы. Пробовал наносить грунт, краску на грунт и просто на пластик. И плюс проверил совместимость растворителя от Pacific с красками от звезды и Тамии. Краску я разводил в разных пропорциях, 1 к 3, 1 к 2, 1 к 1. Для меня идеальное соотношение оказалось 1 к 1, 1 к 1,5 примерно. Если разводить жиже, то краска начинала собираться в капли и растекаться. В итоге при оптимальном соотношении краски с растворителем краска и грунт отлично ложатся на пластик. После высыхания получается ровная матовая поверхность. Правда, самый матовый оттенок получился все-таки у Тамии. За ним по матовости это краска от Pacific. И наиболее глянцевый оттенок получился у звезды, но при этом он и самый черный такой получился. Краска Pacific, нанесенная на грунт, оказалась более стойкой к механическим воздействиям, чем просто краска Pacific, нанесенная на пластик. Ну, в принципе, это и ожидаемо. При нанесении металлика хочу отметить, что периодически сопло пыталось забиться, но в принципе это решалось с помощью усиления подачи воздуха, и
принципе, можно было дальше дуть. То есть не приходилось разбирать аэрограф и чистить его. С металликами я еще поэкспериментирую в следующий раз. В этот раз у меня не получилось нормально с ними поработать. Дальше я хочу отметить сами баночки от Pacific. Первое, что, наверное, бросается в глаза, когда берете банку с краской, это наличие капли краски на колпачке, что позволяет проще и быстрее найти нужную краску, когда у вас там стоит их много, допустим. Второе, что хочется отметить, это наличие стального шарика внутри баночки. Это облегчает процесс размешивания краски перед ее использованием. Дальше хочется рассказать про сам разбавитель, который я использовал от Pacific. То есть он отлично справляется со своей задачей с краской Pacific, но также он заявлен, что подходит для акриловых красок других производителей, такие как Vallejo, Tamiya, Ganza и Звезда. Мне же удалось попробовать его с Tamiya и со Звездой. Ну, собственно, вы, как видели на видео, краска прекрасно разбавляется этими разбавителями и без проблем ложится на пластик. Вот. Первое впечатление о краске только положительные. Она хорошо дуется, хорошо ровно ложится на пластик. Буду пробовать эту краску и дальше, потому как тест на плоской поверхности пока не так информативен. Как появится время, я сделаю вторую часть видео с тестированием этой краски, в которой я все-таки еще раз попробую нанести металлики, попробую эту краску под кисть, то есть как она ложится, как наносится. Если я что-то забыл сказать, либо у вас есть какие-то идеи на вторую часть видео, какие-то идеи, пожелания, пишите их в комментарии. Если у меня получится, то я включу их во второе видео. В принципе, на этом у меня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Пока.